Сегодня тихий час. Сёма. Сёма. Только Сёмочка ждет съемку. Сейчас все будет, Сёма. Добрый день, друзья! Давайте сегодня пересадим орхидею калейдоскоп. Но сначала хочу вам показать еще одну орхидею Bark King. Это первое его цветение. Всего один цветочек, но очень приятно. Эти обе орхидеи я заказывала в прошлом году, в ноябре, в группе ВКонтакте у Надежды. Ссылочку я оставлю под видео на эту группу и ссылочку на плейлист, где я показываю эти орхидеи от распаковки посылки до теперь уже цветения. Но случилось непредвиденное. Я думала, что калейдоскоп отцветет, и тогда я пересажу эту орхидею, потому что обе орхидеи до сих пор находятся в мху. А что же случилось непредвиденного? А орхидея калейдоскоп выпустила еще один цветонос. И у многих возникает вопрос: орхидея цветет, еще один появился цветонос. Когда же ее подкармливать? Когда же ее пересаживать? Вот именно в таком состоянии я и хочу сейчас ее пересадить. Зацвела она в конце февраля. Цветет почти третий месяц. Я не могу сказать, что ее цветение подходит к концу, потому что калейдоскопа у меня ни разу не было, и я понимаю, что орхидея цветет от 3 до 6-7 месяцев. Есть орхидеи, которые цветут и значительно дольше. Но, может быть, это середина цветения. Может быть, уже и заканчивает цветение, потому что выпускает новый цветонос. Но надо же выбрать когда-то время, чтобы ее пересадить, а еще и нужно ее подкормить. Потому что пока у меня орхидеи эти растут еще в том грунте, в котором мне их прислали в мху, я их не подкармливала. Поэтому давайте пересадим и посмотрим, как орхидея себя поведет дальше. Будет ли она дальше цвести, будет ли она растить новый цветонос. Но после пересадки я ее начну подкармливать, несмотря на цветы. Причем равноценным удобрением. Давайте разберем, посмотрим корни. Корни она растила хорошо. В момент цветения чаще всего орхидеи прекращают рост корней, но у нее есть раскукленные корни и даже проросли корни сквозь горшок. Я сейчас вырезала в горшке, сделала отверстие побольше, чтобы эти корни безболезненно оттуда извлечь. Помочь корню выйти, не поранив корень. И теперь снимаю весь мох, который я, когда ставила в этот горшок пластиковый, я его немного распушила. Теперь посмотрим, что же там еще есть. Как всегда, есть еще более плотный первый мох, в который сажают совсем маленькую орхидейку. Вот если вторую часть такая у меня пушистая, в котором росли корни, то это осталось плотное. Ну, придется снимать и этот. То есть получается первый моховой стакан, вот этот, потом еще раз
обернули мхом. Сейчас мы посмотрим, как росли корни или росли ли вообще в плотном моховом стакане. Да, что-то там росло. Корни не погибли. Вот эти светлые корни, которые находились совсем без света, и росли в этом первом моховом стакане. А внешние корни, они маленькие, тоненькие, но растущие. Конечно, корней не так много, как хотелось бы, но они есть. Это самое главное. Даже убирать какие-то корни. Вот один единственный корешок, который я сейчас вижу. Вот здесь сухой кончик. Вот его я подрежу до живого. В остальном больше ничего отрезать не надо. Я пойду промою корни под проточной водой совсем немного, чтобы смыть мох, чтобы мха не осталось на корнях совсем. Так, проверочка пришла. Да все там правильно сделано, Сёма. И грунт нормальный, и циафлора нормальная. Все хорошо. Ложись. Сёмочка, отдай мне поднос, пожалуйста. Мох повторно я не использую. И пока промывала, нашла еще вот такой корень. С него веломен и паренхима снимается. Я его обрежу до живого, чтобы не обрабатывать ничем. Так, и еще где-то сейчас сухой корешочек видела. Вот он. Точно так же обрезаю до живого. Стволик у орхидеи чистый. Орхидея молоденькая. Заказывала я ее в размере 2,5. И она зацвела буквально через 3 месяца. Вот такая цветунья эта бабочка. Так, и еще нашла кусочек корня. Горшок я возьму двойной, 1,6, потому что орхидея растет достаточно быстро. Пока она цвела, она ухитрилась вырастить листик. Так что думаю, что рост пойдет быстрее. И какой же сделать грунт после того, как орхидея провела всю свою жизнь в мху? Посадить ее в чистый керамзит для нее будет очень сильный стресс. И вы знаете, что последнее время, тот, кто смотрит канал постоянно, я использую такой грунт, как циафлора. И сегодня открыла второй пакет циафлоры. Мелкий грунт, более желтый, это из первого пакета. А вот такой крупный, это из второго.
Но я думаю, что разницы большой не будет, крупнее, мельче. Керамзит у меня тоже и мелкий, и крупный. Как же я буду засыпать в этом случае? Я не буду сразу перемешивать керамзит с циафлорой, а насыплю небольшими слоями. То есть первый слой это будет керамзит, потом столовую ложку циафлоры, потом опять керамзит, столовую ложку циафлоры, и так 3 раза. Придерживаю орхидею по центру горшка. И засыпаю первый слой керамзита. Все, мои, иди к нам, не жалуйся там. Теперь столовая ложка, полная с горкой циафлоры. Распределяю ее по всему горшку. И продолжаю засыпать керамзит. В такую посадку ушло всего 3 ложки циафлоры, остальное керамзит. Я уже делала такие эксперименты, пересаживала и цветущие орхидеи, и орхидеи с цветоносами. Самое сейчас важное для орхидеи, во-первых, полив, так как корни у нее сейчас влажные. Циафлора не будет забирать от корней влагу, нет. Но можно опрыскать сверху через день, через 2. А через 5-6 дней сделать полностью полив. Я такие орхидеи пересаживала, они прекрасно продолжали цвести. Единственное условие — поставить в то же самое место, где она и стояла. То есть не поменять освещение, не поменять поворот. Вот она у меня стояла на полочке вот так, цветочками ко мне. Вот так я ее назад и поставлю. И думаю, что орхидея прекрасно продолжит растить свой цветонос и порадует меня следующими цветами. Почему я говорю, что сейчас я ее буду поливать с удобрением? Ну, во-первых, я ее не удобряла все это время, почти полгода. Она зацвела. Естественно, она свои ресурсы из листиков, которые у нее, может быть, и были, какие-то запасы, она истратила. Поэтому ее нужно подкормить, то есть дать ей какое-то питание, чтобы у нее были силы вырастить новый цветонос. Может быть, цветами придется пожертвовать, но нельзя орхидею годами давать ей цвести, выращивать, наращивать цветоносы, а ничем не подкармливать. Да, циафлора – это природный поставщик микроэлементов, азота, фосфора и калия. Но я добавила ее не для того, чтобы она снабжала ее этими микроэлементами, а для более влагоемкой посадки. Хотя какие-то микроэлементы она обязательно отдаст. Но сейчас ее нужно еще и подкормить, чтобы она смогла вырастить этот цветоносик. Вы не перекормите этим орхидеям. Орхидея возьмет именно столько микро- и макроэлементов, сколько она считает нужным. То есть накормить сверх меры азотом, фосфором, калием, микроэлементами мы ее не сможем. Она будет вбирать в корни, в паренхиму столько, сколько она сама сможет вобрать. И никак не больше. Обязательно покажу вам, как будет расти цветонос, как она будет цвести дальше и порадует меня следующими цветами. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.